Привет, меня зовут Светлана. На календаре 10 ноября 2023 года. Друзья, сразу хочу поздравить всех вышивальщиц с праздником и пожелать неиссякаемого творческого вдохновения и больше свободного времени на любимое хобби. Теперь анонс. В первой части видео я представлю вашему вниманию прогресс за 2 недели моей вышивки, картины Happy Family, счастливая семья. А еще вас ждет знакомство с новым процессом, но уже на рождественскую тематику. Затем, друзья, согласно традиции, сложившейся на канале, во второй части видео наш светский клуб распахнет свои двери, и мы вновь отправимся в путешествие по страницам истории. Сегодня нас ждут тайны и загадки древнего мира. И начнем мы с того, как начиналась история Земли. Человек, такой как мы с вами, существует на Земле примерно 30 тысяч лет. Далеко не сразу люди научились писать, и потому мы можем узнать об их жизни только из раскопок, которые ведут археологи. Так что не успеет начаться история, как начинаются тайны. Рассказ о тайнах истории начинается с того момента, когда возникло человечество, то есть когда наши прямые предки, именуемые научно Homo sapiens, человек разумный, стали господствующим видом приматов. Когда это случилось, как это произошло и где же это произошло? А сейчас вышивка. На начало отчетного периода дело было так. Ну вот, наступило завтра обещанное, а с ним и новый отчетный период, и ножка готова. Приступаем дальше. Двигаемся вправо. Итак, друзья, следующая область у нас малышка Смолите. Должна будет появиться подушечка, головушка ее, ну и также юбочка, ножка Эстер. Вот такая наша задача. Итак, у нас появилась голубка Смолите. Ну что ж, идем дальше и посмотрим, какой участок нас ждет. А следующий участок, что ни на есть, малышка будет вышиваться полностью. Вот у нас головушка на подушке уже готова. И все остальное. Ну что ж, приступаем. Оп, и готова крошка Смолите. Вот такой ребеночек хорошенький получился у нас. Ручки, коленочки, ножки. Замечательно. Идем дальше. Так. Ножки Смолите уже вышиты. Ну что, будем вышивать, заканчивать маму галочку. Вот так. Оп, и готово. Ножка нашей галочки. Вот такой яркий чулочек красивый. Складочки на юбке. Замечательно получились. Шлепочек. Смолите. Ну что, друзья, идем дальше. А вот так моя работа выглядит сегодня. Вышито уже 71% картины. В крестиках это составляет 73 778. За отчетный период мне удалось вышить 10 405 крестиков. И со 104 тысяч нам осталось вышить 30 222 крестика. И все, друзья, занавес. Как видите, вышли в свет уже 5 персонажей картини. Появилась крошка Смолите. Ось така дитинка гарнесенька. Ручата, коленочки, одеялка. Все выглядит достойно, реалистично. Дитятка ухватилась ручатами за едва уловимую нить. Да, таким образом демонстрирует свою заинтересованность и причастность к происходящему. Вечером Эмилия поможет маме искупать малышку и уложить спаточки. Затем они присоединятся к семейному чаепитию. Тихая беседа взрослых затянется далеко за полночь.
К этому времени и Эмилия, и Игнацию будут уже крепко и спокойно спать. А мы с вами перейдем к просмотру следующего сюжета, уже рождественского. К вышивке новогодне-рождественских сюжетов я обычно приступаю уже в сентябре, чтобы успеть сделать побольше. Но в этот раз, к Новому году, я хочу подтянуть своего многоцветыша. Но, однако, обделить вниманием праздничные сюжеты я тоже не смогла. Итак, друзья, перед вами ночь перед Рождеством. Мама со свечой обошла все темные уголки дома и остановилась у кроватки сына, любуется. Завтра Рождество, и желаемый подарок уже приготовлен для сыночка. Вышивается сложно, видимо, из-за того, что я использую канву 18 каунта, а дизайнер рекомендует использовать основу Линда 27. Но у меня с ней, как вы помните, не задались отношения, пока во всяком случае. А дело в том, что в этой работе задействовано очень много таких стежков, как 1/4 и 3/4 крестика. И на 18-й аиде это, конечно, жуть, что получается в результате. Но меня это не остановило, как видите. Начала я с мамочки, затем появится сыночек. Ну, все как в жизни. Работаю по бумажной схеме. Цветов используется, конечно, масса. 44 и 4 бленда. Ну и, конечно, масса бэка. Ну, бэк я прокладываю уже в конце вышивки. И да, друзья, Рождество не за горами, нужно поторопиться. Поэтому этот дизайн временно переходит в категорию основного. Да, друзья, буду вести его к финишу. Ну, а там посмотрим. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. И да, друзья, как вы заметили, с монтажом которой у меня сегодня произошел казус. Не буду вас грузить этой информацией. Вторая часть вышла отдельно. И хочу сказать спасибо всем, кто посмотрел и поддержал. И вот пытаюсь исправить положение, чтобы выпуск имел классическое для моего канала содержание, то есть две части, вышивальную и историческую. Так что, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Поговорим о тайнах и загадках. Несколько миллиардов лет назад гигантская капля раскаленной материи оторвалась от Солнца и принялась, медленно остывая, кружиться вокруг него. Потом эту каплю назвали Землей. Так началась история Земли. Когда Земля остыла, ее покрыл первобытный океан, и в его теплых водах зародилась жизнь. Сначала это были маленькие бактерии, затем океан заселили простейшие живые существа, которые становились все сложнее и крупнее. Когда океаны немного отступили и над поверхностью вод появились первые острова, кое-кто из обитателей океана выполз на сушу. Прошло много миллионов лет. И если бы мы заглянули в первобытный лес, то удивились бы тому, какие большие и разнообразные существа его населяют. От насекомых до динозавров ростом с 10-этажный дом. Климат изменился. Огромные динозавры вымерли, потому что не смогли приспособиться к холодам. И господами Земли стали млекопитающие, теплокровные животные. Эту эпоху в истории Земли мы можем назвать историей жизни на Земле. Больше 4 миллионов лет назад потомки некоторых обезьян спустились с деревьев и научились ходить на задних ногах, а в руках держать палки и камни. Сообразили, как разводить огонь и ловить рыбу на костяной крючок.
Потом те из наших предков, которые научились трудиться и говорить, построили первый дом, вспахали первое поле. Отсюда начинается история человечества или просто история. Человек, такой как мы с вами, существует на Земле примерно 30 тысяч лет. Далеко не сразу люди научились писать, и потому мы можем узнать об их жизни только из раскопок, которые ведут археологи. Не так уж много, но кое о чем можно догадываться. Так что не успеет начаться история, как начинаются тайны. Вся история соткана из тайн. Везде, где наши знания не полны и в них существуют пробелы, мы вправе задать вопрос: а что же было на самом деле? Тайн в истории бесконечно много. Причем им не обязательно забираться в древние времена. Мы найдем тайны и в той истории, которая начинается сегодня. Что-то произошло и, как говорят, кануло в лету. Лето – это сказочная река подземного царства мертвых мифологии древних греков. Души умерших людей попадали к Лете, и, глотнув воды из мертвой реки, человек забывал о своей земной жизни. И ему уже не хотелось вернуться. Надо помнить о том, что завтрашний день станет историей для дня послезавтрашнего. Мы живем в будущем, в настоящем и в прошлом, смотря с какой точки зрения поглядеть. Историю делают люди, а у людей разные взгляды на мир и друг на друга. Далеко не все говорят правду, далеко не всем она выгодна. А преступникам всегда очень хочется, чтобы их поступки показались будущему совсем иными, чем они были на самом деле. Значит, преступник сделает все, чтобы мы с вами не узнали правды. Так рождаются тайные истории. Бывает иначе. Далеко не у всех событий есть свидетели. Представьте себе, что король погиб в бою или на охоте, когда был совсем один. Что с ним случилось? Это тайна. Другой король умирает, не оставив завещания, лишь успев шепнуть полководцу: «Оставляю державу моей жене», и испускает дух. Полководец выходит к собравшимся у дверей родственникам и с печалью во взоре произносит: «Наш владыка опочил, но с последним вздохом передал мне власть над всеми вами». И пока другие полководцы не соберутся глубокой ночью и не зарежут обманщика, он будет сидеть на престоле. Да еще отравит наследного принца и задушит вдову короля. В этой вымышленной истории сразу 3 или 4 тайны. Вы их сами без труда найдете. Разве так не бывает в жизни? А если пропала без следа экспедиция? А если команда почему-то покинула судно, и оно несется по волнам без единого человека на борту? А если исчезла бесследно библиотека со множеством редчайших книг? Тайн не перечесть. Но кроме тайн, которые действительно были в прошлом, есть тайны, которых не было, но кому-то выгодно, чтобы они существовали. Порой тайна существует, потому что некому рассказать о том, как все было на самом деле. Может быть, вы слышали о тайне Марии Целесты? Этот парусник почему-то был покинут экипажем. Когда его нашли в море, оказалось, что все на борту в полном порядке. Даже суп в камбузе на плите еще горячий. Но ни одного человека на борту. Вот с тех пор каждый, кому не лень, придумывает объяснение тому, почему не было людей на борту. Куда они делись, какой морской змей их сожрал. А рассказать правду некому, потому что
Если даже кто-то и спасся с этого судна или видел со стороны, как все произошло, он умер 100 лет назад. И вряд ли имеет смысл искать его дневники. Впрочем, чего только не бывает на свете. Прежде чем перейти к загадкам истории, полезно вспомнить, что мы с вами знаем о календаре. Ведь нередко будут встречаться слова «наша эра», «до нашей эры», «лунный месяц», «старый стиль» и так далее. Календарю, друзья, посвящено отдельное видео на моем канале. Ссылку для заинтересовавшихся оставлю в описании под этим видео. Далекие предки, неандертальцы и кроманьонцы. Рассказ о тайнах истории начинается с того момента, когда возникло человечество. То есть, когда наши прямые предки, именуемые научно Homo sapiens, человек разумный, стали господствующим видом приматов. Когда это случилось, как это произошло и где же это произошло. Как видим, уже с самим происхождением человека связано немало тайн. Но прежде чем двигаться дальше, попробуем разобраться в этих загадках. Существует два основных объяснения происхождения человека. Объяснение первое – религиозное. Любая религия утверждает, что человек был создан богами или Богом. Из глины, из камня, из травы, из воды, вариантов множество. Но все они отрицают одно – эволюцию. Объяснение второе – научное или эволюционное. Ученые полагают, что человек произошел от подобных обезьянам предков в ходе длительной миллионы лет эволюции в результате естественного отбора. На вопрос, когда это случилось, наука и религия дают различные ответы. Каждая религия отсчитывает древность человеческого рода по своим законам. По христианской догме это случилось примерно 7500 лет назад. Биология же полагает, что по-настоящему наши предки могут называться людьми последние 30-40 тысяч лет. С этого времени археологи находят погребения таких же, как мы, людей, которых называют кроманьонцами. И если вы поставите рядом кроманьонца и современного человека, то различить их будет невозможно. Но чтобы ответить на другие вопросы, стоит, пожалуй, вкратце поговорить о том, как с точки зрения науки шла эволюция человека. Еще довольно недавно, в XVIII веке, все ученые полагали, что ни люди, ни животные на Земле не изменялись. Как они были созданы высшей силой, так и живут. А когда случайно находили кости динозавров или бивни мамонтов, то считали, что эти чудовища вымерли, передравшись между собой, но первоначально были созданы вместе с человеком. Давайте с самого начала договоримся, что динозавры жили в мезозойскую эру, то есть много миллионов лет назад. И поэтому не только первобытные люди, но даже самые первые обезьяны с динозаврами так и не встретились. Чуть меньше 100 миллионов лет назад на Земле произошла какая-то катастрофа. Может быть, падение гигантского метеорита, может быть, похолодание, которое и погубило всех крупных динозавров. На память о владычестве тех гигантов нам остались ящерицы и змеи. Впрочем, на острове Комодо в Индонезии до сих пор обитает гигантский варан, которого еще называют драконом острова Комодо, и он достигает 3 метров в длину. Сравнительно недавно, 150 лет назад, величайший ученый Чарльз Дарвин создал теорию естественного отбора. Он показал, что животные изменяются для того, чтобы лучше приспособиться к климату или другим условиям жизни. Дарвин предположил, что человек произошел от обезьяны. Но не все было так просто, как кажется. Когда мы говорим, что люди произошли от обезьян, это не значит, что они произошли от одной из тех обезьян, которые живут сегодня.
Просто-напросто у человека и обезьяны был какой-то общий предок. После того, как Дарвин напечатал свою знаменитую книгу «Происхождение видов», ученые, которые с ним согласились, принялись искать, так сказать, недостающее звено. Ведь если известно, что была какая-то обезьяна, а потом появился человек, значит, между ними должен был существовать обезьяна-человек. Его и назвали недостающим звеном. И вот в конце XIX века один из последователей Чарльза Дарвина, голландский врач Дюбуа, работавший на острове Ява, откопал там часть черепа неизвестного существа, мозг которого был развит более чем у любой обезьяны. Зубы были скорее человеческими, а не обезьяньими. И ходил он, скорее всего, на двух ногах. Свое, так сказать, недостающее звено Дюбуа назвал пятикантропом, то есть обезьяна-человеком. Но, конечно же, поиски предков человека на этом не закончились, ведь пятикантроп был скорее человеком, чем обезьяной. А как был сделан самый первый шаг по пути превращения обезьяны в человека? Ответ на эту загадку дали раскопки в Африке. В Южной Африке, Танзании и Эфиопии раскопки начались в 20-х годах XX века и продолжаются по сей день. Особенно важное и интересное открытие связано с семьей археологов Лики. Первые австралопитеки, то есть южные обезьяны, были найдены старшим Лики, а теперь эту работу продолжают его дети. Называть австралопитеков обезьянами можно лишь условно, ведь уже известно, что они хоть и были невелики размером, но могли передвигаться на задних лапах, пользоваться на охоте палками и камнями и даже умели изготавливать самые примитивные орудия из камня. Лики принадлежит открытию существа, которое было на шаг ближе к человеку, чем австралопитек. Он назвал его Homo habilis, что по латыни означает «человек умелый». Сегодня возраст обезьян-людей из Африки определяется более чем в 3 миллиона лет. Именно тогда и началась эволюция человека. Первобытные люди, именно люди, а не обезьяны, а люди, появились, конечно же, позже, но возраст их насчитывают сотни тысяч лет. Места их обитания не ограничиваются Африкой. Например, в Китае существовал синантроп, то есть китайский человек. Он умел изготавливать каменные орудия и охотиться на крупных животных. Кости похожих первобытных людей найдены и в Европе, и в Сибири, и в Палестине. Их не было только в Америке. Туда первобытные люди перебраться не могли, они еще не умели путешествовать по морю. Но тут наступил ледниковый период. Климат на Земле резко изменился, похолодало, и постепенно почти всю нынешнюю Европу покрыли ледники. Льды ползли к югу, перемалывая все на своем пути, не только леса, но и холмы. Толщина ледников достигала километра и более. Ледниковый период изменил всю жизнь на Земле. Сносный для жизни климат сохранился только в Африке и Южной Азии. Там росли леса и в степях зеленела трава. Но время ледников – это время сухих тысячелетий, ведь ледники вобрали в себя значительную часть воды, которой покрыта наша планета. Стало меньше облаков, меньше дождей. Уровень мирового океана резко упал. И поэтому там, где некогда катились морские волны, образовалась суша. Исчезли проливы между Азией и Америкой, между Индией и Цейлоном, между Англией и Францией. Резко изменился животный и растительный мир. Теплолюбивые растения и животные вымерли или отступили в центр Африки, а в холодных краях вместо них появились покрытые густой шерстью мамонты, пещерные медведи и саблезубые тигры.
К счастью для первобытных людей, они уже научились одеваться в шкуры, поддерживать в пещерах огонь и охотиться на крупных зверей. А суровый климат даже помог им быстрее развиваться, ведь когда идет снег, а мамонт убегает по тундре, не разленишься. Приходится и совместные охоты организовывать, и новые орудия придумывать, и даже ловушки для мамонтов устраивать. Постепенно первобытные люди, которых принято называть неандертальцами по названию немецкой деревни Неандерталь, возле которой были впервые найдены кости этих людей, распространились по всему миру. Тем более, что помогал им в этом, как ни странно, ледник. Он понизил уровень морей, и человек смог посуху идти от острова к острову, от земли к земле. Неандертальцы были людьми невысокого роста, коренастыми, сутулыми. У них были большие надбровные дуги, низкий лоб и челюсть почти без подбородка. Но в то же время объем мозга неандертальцев не уступал нашему с вами. Они хоронили своих умерших родственников, а это говорит о многом. Ведь ни одно животное не понимает, что такое смерть. Только человек способен это осознать. Ни одно животное не догадается спрятать тело своего умершего сородича в земле. А это означает также, что у неандертальцев зарождалась религия и представление об ином мире. До недавнего времени все ученые полагали, что современные люди произошли от неандертальцев. И даже когда в учебниках рисовали предков человека, то последним в этом ряду стоял именно неандерталец. Но в наше время накопилось множество материалов, которые давали пищу для сомнений. Например, оказалось, что неандертальцы еще жили в какой-нибудь местности, а рядом с ними в соседней пещере уже обитали кроманьонцы. А кто такие кроманьонцы? Кроманьонцами называют наших прямых предков, то есть людей, которые ничем от нас с вами не отличаются. Трудно сказать, когда и где впервые появились кроманьонцы. Но будем считать, что это случилось примерно 50 тысяч лет назад, когда главной расой или породой людей были неандертальцы. До конца тайна появления кроманьонцев еще не разгадана, но с каждым днем, с каждой новой находкой мы приближаемся к разгадке. Факт остается фактом. Самые поздние находки неандертальцев показывают, что они словно перестали развиваться. 100 или 200 тысяч лет назад они были более развиты, чем последние их представители. Почему последний? Потому что примерно 35 тысяч лет назад неандертальцы исчезают с лица земли. И в пещерах или на стоянках, где они еще недавно обитали, живут уже кроманьонцы. Некоторые ученые думают, что кроманьонцы были умнее, у них были хорошие орудия, и они стали воевать с неандертальцами за охотничьи угодья и постепенно перебили своих старших братьев или предков. Другие исследователи уверены, что неандертальцы не смогли приспособиться к тому, что ледниковый период кончился и снова стало теплее. Исчезли мамонты, их основная пища. Надо было пахать землю, сеять зерно, приручать коз, быков, разводить лошадей. А неандертальцы этого не умели и научиться не смогли. Вот и стали они болеть и вымирать. Недавно сделали важное открытие ученые, которые пытаются отыскать ответ на загадку, почему исчезли мамонты. Неужели правы те, кто считает, что мамонтов истребили люди? Ученые рассуждали так. Самые поздние находки мамонтов, погибших в конце ледникового периода, то есть 10 тысяч лет назад, были сделаны в Сибири.
Мамонты медленно продвигались следом за отступающим ледником. Они привыкли питаться тундровыми растениями, а южнее жить они уже не могли. И жарко, и пища другая. Так вот, можно утверждать, что 10 тысяч лет назад неандертальцев в Сибири уже не осталось. А кроманьонцы, то есть современные люди, туда добирались редко. То есть истребить мамонтов было некому. Они вымерли без помощи людей. Больше того, совсем недавно была послана экспедиция на очень большой полярный остров Врангеля, лежащий в Ледовитом океане. И там было сделано удивительное открытие. Ученые отыскали немало мамонтовых костей и бивней. Стало ясно, что когда ледник освободил Сибирь, последние мамонты пошли по льду на остров Врангеля, где просуществовали еще некоторое время. И оказалось, что последние мамонты на острове Врангеля вымерли менее 5000 лет назад, когда в Египте уже строили первые пирамиды. Но они сильно отличались от тех мамонтов, которых мы знаем по картинкам и бивням, лежащим в музеях. Это были совсем небольшие мохнатые слоны ростом с быка. Только такие карлики могли там прокормиться. А гиганты погибли первыми. Как бы ни походили на нас с вами неандертальцы, они еще и не были настоящими людьми. Их мозг хоть и большой, был устроен примитивнее нашего. А это означает, что неандертальцы, подобно мамонтам, не могли перестроиться, придумать новые способы жизни, когда изменились условия их существования. Недаром самые поздние представители этого племени и ниже ростом, и примитивнее, чем неандертальцы периода расцвета. И поэтому ясно, что кроманьонцы произойти от неандертальцев не могли. Неандертальцы – это боковая, тупиковая ветвь эволюции. Недавно в дело вмешались генетики и внесли свой вклад в разгадку этой тайны. Они расшифровали генетический код неандертальцев и доказали, что генетически современные люди и неандертальцы различаются настолько, что можно утверждать, они имели общего предка, но примерно 600 тысяч лет назад их пути разошлись. То есть развитие этих двух ветвей человечества пошло разными путями еще до того, как неандертальцы стали неандертальцами, а кроманьонцы – нашими дедушками. И тут сразу возникает вопрос, а когда люди разделились на расы и народы? На него есть пока только общий ответ. Когда кончился ледниковый период, то есть климат стал меняться, кроманьонцам, которых было еще очень немного, пришлось искать новые охотничьи угодья. И они расселились по всем концам земли. Когда они попадали в новые условия, им приходилось приспосабливаться к новому климату. В Африке лучше выживали люди с темной кожей. В пустынях Китая преимущество давали узкие глаза и так далее. Но, несмотря на различия в цвете кожи, люди оставались одним видом. Где бы ты ни встретил человека, он принадлежит к виду Homo sapiens, то есть человек разумный. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если тема вам была интересна. Подписывайтесь на канал. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня у меня все. Пока-пока.